Привет подписчикам и гостям канала Travelin.rf. Меня зовут Алик. Этот видеоролик будет посвящен горнолыжному курорту Шерегеш. Так что если вы думали, стоит ли туда лететь 5 часов, то вам будет полезно его посмотреть. В видео также расскажу актуальные на 2023-2024 год цены. Перед тем как начать, попрошу вас подписаться на мой канал. И приглашаю зайти на наш сайт. Там есть множество предложений для отдыха. Ссылка сайта будет в описании. Шерегеш – это небольшой поселок в Кемеровской области с населением всего 10 тысяч человек, где добывают и обогащают железную руду. Поселок представляет из себя типичное российское депрессивное поселение, где можно снимать грустные российские фильмы о безысходности. Жители Шерегеша работают в первую очередь в сфере обслуживания предприятий по добыче железной руды, в данном случае шахту и обогатительную фабрику. Какая-то часть населения зарабатывает в курортном бизнесе, связанном с горнолыжным курортом. Шерегеш условно делят на две части – новый и старый поселок. В поселке всего 3 главных улицы – Гагарина, Дзержинского и Юбилейная. Большинство домов – это хрущевки из красного кирпича. Есть также панельные многоэтажные дома. Вы найдете достаточно мест, где можно перекусить и купить продукты. Уж пятерочек, магнитов и красных и белых тут предостаточно. Здесь, разумеется, нет ни аэропорта, ни железнодорожного вокзала. Ближайшие к Шерегешу крупные города – это Новокузнецк, расположенный в 160 километрах, Кемерово в 370 километрах и Новосибирск – 520 километров. В каждом городе есть аэропорт и ЖД вокзал. Но удобнее всего добираться до Шерегеша из Новосибирска и Новокузнецка. Самолеты из Москвы летают в оба города каждый день. Из Санкт-Петербурга до Новосибирска ежедневно, а до Новокузнецка только 2 рейса в неделю. Самые недорогие билеты в Новосибирск. В Новокузнецк лететь дороже на 3-4 тысячи рублей. В новогодние праздники разница в ценах может доходить до 8-10 тысяч рублей. Это перебор. А теперь давайте перенесемся на горнолыжный курорт. Шерегеш – достаточно известный курорт в России в обществах фанатов горнолыжного отдыха. Сюда приезжают, чтобы как можно раньше прокатиться на лыжах, а закрыть сезон позже остальных. На курорте создана неплохая инфраструктура для катания и развлечений. Первый снег выпадает уже в конце октября. Примерно в середине ноября происходит официальное открытие сезона. С этого месяца начинается, можно сказать, большой сезон. Ввиду того, что другие курорты еще закрыты, а тут можно избавиться от горнолыжного зуда у тех, кто соскучился по катанию. А уже к концу декабря начинается низкий сезон, который длится до середины февраля. В марте начинается бархатный сезон. Погода уже теплая, состояние снега еще пригодное для катания. На курорте аж 4 горы, с которых теоретически можно скатиться. Это Зеленая, Мустак, Курган и Утуя. Но фактически все катаются на горе Зеленая. Но комплекс все-таки поделен на 4 сектора А, Б, И и Ф. Сектор А построен много лет назад. В нем расположено много кресельных подъемников, поэтому он самый популярный и больше всего людей катается именно здесь. Практически все пункты питания, прокаты, сувенирные магазины находятся внизу этого сектора. В этом секторе самая крупная сеть подъемников – это Каскад. Можно приобрести их скипас. Стоимость на скипасы на сезон 23-24 года такова. Разовый подъем на гондольных или кресельных подъемниках стоит от 190 до 375 рублей. У всех операторов канаток есть абонемент на половину дня. Это 4 часа. Стоить он будет как 5 спусков, но если спустились большее число раз, доплачивать не нужно. Есть дневной абонемент на один подъемник или единый скипас, по которому можно подниматься на большинстве подъемников курорта. Единый скипас стоит 3200 рублей. С ним открывается доступ на подъемники всех 4 операторов канатных дорог. Это Каскад, Сектор Е, Малка и Фристайл. К цене абонементов придется добавить еще 100-200 рублей за пластиковую карточку, на которую записывается тариф. Дети ростом до 125 сантиметров или возрастом до 7 или 8 лет, в зависимости от оператора канатной дороги, могут пользоваться подъемниками бесплатно. В секторе Е детям в возрасте от 8 до 14 лет предоставляется скидка на абонементы в размере 30%. Сектор Б известен трассой Доллар с горы Мустак, на которую ведет подъемник Хлебница.
Там расположена интересная протяженная трасса и креселки, закрытые от ветра. В высокий сезон на Хлебницу собирается огромная очередь из лыжников и сноубордистов. В секторе F находятся два подъемника – Skyway и Panorama. Еще трассу Skyway называют «Рыжая». Там очень удобные четырехместные гондолы. На Панораме курсирует одна восьмиместная гондола. Сама трасса несложная и достаточно протяженная, вполне подходит для обучения. В секторе Е самая протяженная трасса, более 3 километров. Их там вообще две. Одна практически под подъемниками, она узкая. Вторая широкая, достаточно пологая и протяженная. Этот сектор подходит для начинающих. Там курсируют восьмиместные гондолы. Правда, есть у этого сектора существенный минус. Это ветер. Если дует сильный холодный ветер, то трасса быстро превращается в каток. Видимость становится нулевой. Теперь давайте рассмотрим стоимость проживания на, к примеру, середину января 2024 года. Из поиска на сайте посуточно сразу исключил хостелы. Их тут много, цены в районе 2000 рублей. Таким образом, цена в поиске началась от 2300. Достаточно бодро поползла все выше и выше наверх. Причем это все квартиры. Примерно одинаково скромные по благоустройству. Из самых дорогих вариантов я нашел дома и коттеджи за 60 тысяч рублей. Но тут нужно учесть, что это предложение на большую компанию до 12 человек. Вот кажется и все. Если у вас остались какие-то вопросы, то можете их задать в комментариях под этим видео. Также подписывайтесь, конечно, на мой канал, включите колокольчик, это чтобы не пропустить следующие видео на моем канале. Да и напоследок хочу сказать, что компания Travel NRF организует туры в Армению, Грузию, по Краснодарскому краю и Кавказу, а также индивидуальные экскурсии на курортах Черного моря. Если вам интересно, ссылку сайта оставлю в описании к этому видео. Также можете глянуть видео об Армении или Грузии. Всем удачи и пока!